Всем привет-привет! Приветствую вас на своем канале. Долгожданный комбинезон у нас будет с вами вязаться. Как говорится, звезды сошлись по многим разным причинам, поэтому начинаем наш комбинезончик. Смотрите, я уже связала горловинку. Сейчас поподробнее вам все это расскажу. Вот, но первоначально, естественно, почему из этой пряжи? Эта пряжа не моя, это как бы предоставил мне заказчик, заказал. Будем вязать на маленькую чихуашечку, но размеры подойдут, естественно, и на собачек побольше. Вот, сейчас с размерами тоже все покажу. Вот, вязать в 2 ниточки. Я клубочек себе скрутила клубочек, чтобы не таскаться, потому что я перемещаюсь, то у себя сижу за столом, снимаю видео, то на кухне, там мне удобнее, на моем любимом диванчике. Поэтому сделала клубочек сразу в 2 ниточки. Вот, поэтому показываю. Ниточки это вот такие вот. Тайга богема. Здесь 225 метров в 50 граммах. То есть, если так, соответственно, мы в 2 ниточки сложили, значит, у нас в 100 граммах 225 метров. Вот, козий пух и шерсть. Ну, так захотел заказчик, ради бога, да. Вот, на самом деле она потоньше, но вы можете взять пряжу потолще, спицу потолще, и это будет как бы подходить на вашу собачку. Так, ну это для тех девочек, кто со мной вяжет давно. Вот, для тех, кто со мной первый раз, кто оказался на моем канале, увидел мое видео первый раз, сразу давайте разберемся, с чего же начать. Да, вот вы захотели, увидели, с чего же начать. Начинать, естественно, мы будем с вами снимать мерки. Да, забыла сказать, что на чулочных спицах номер 3 я буду вязать. Смотрите, мы берем нашу собачку, да, вот, и мы ее замеряем. Мы снимаем первую мерочку, это обхват шеи. Но обратите внимание, девочки, шеи не под головой, да, а как можно, ну, то есть широкую часть шеи, да, вот тут вот, в районе, условно скажем, поводка, да, ошейника. Вот, замеряем и сразу себе пишем обхват шеи. У моей собаки, на которую я буду вязать, это составляет 19 сантиметров. Дальше мы замеряем опять, да, с этой вот же точки, от точки холки, да, так скажем, грудь в самом широком месте, обхват груди. Обхват груди составляет 26 сантиметров. Да, ой, вот так, да, не видно. Вот так мы себе, я себе, например, на листочечке все это пишу. Ну, вообще я себе в тетрадочке пишу, но для вас, так, чтобы было наглядно, я сразу здесь пишу. Дальше. Между передними лапками с внутренней стороны это ширина грудки. Ширина грудки составляет 6 сантиметров. Высота грудки, опять-таки же, от условной линии ошейника до вот это пересечение, то есть, ну вот, вы увидите у собачки вот здесь вот, где начинается, как бы переходит уже сюда вниз, то есть вот эту вот часть. То есть мы с вами выясняем сейчас линию нашего реглана, то есть какой мы реглан с вами будем вывязывать, да, вот этот вот. Высота грудки тоже составляет 6 сантиметров. Дальше остальные все, еще нам, ну, дальше размеры, они как бы вот сейчас на этот момент нам нужны 4 основных этих размера. Но еще нам что с вами понадобится? Нам с вами, я это выделю другим цветом, соответственно, длина изделия, тоже также мы меряем от условной точки, да, на холке и до хвостика. У нас это составляет 24 сантиметра, да, я вот здесь это пишу, потому что как бы это нам понадобится потом, да, потом, что нам еще понадобится, ширина шага, так как этот комбинезон, сейчас я объясню, это он будет связан для девочки. Почему для девочки, объясню. Вот здесь пах, вот здесь, да, как говорится, пузико, да, оно тоже будет закрыто. У нас с вами останется здесь небольшое отверстие, чтобы одевать. Застежек никаких не будет на свитерочке. Он будет на комбинезоне, будет одеваться как свитер. Вот.
Это, может быть, вы подумаете, что это неудобно, но это удобно, это испробовано, без застежек, без ничего. В общем, как бы вот так целиком будем с вами вязать, да. Поэтому нам нужно расстояние, вот это вот, ширина шага, от, что мы будем вязать, какую длину мы будем вязать от подмышки, когда мы связали реглан, да, до начала формирования задней лапки. Вот это расстояние, это ширина шага. Вот она, да. В моем случае это составляет 14 сантиметров, да? Потом, что нам еще, какие размеры еще пригодятся? Это обхват передней лапки и обхват задней лапки. Вот. На всякий случай я у заказчика попросила, да, это снять эти мерки, потому что пусть будет, это как бы контрольный такой, контрольные мерочки, которые мы будем потом проверять себя, правильно ли мы все сделали. Как говорится, да, знаете, мерок много не бывает. Лучше перестраховаться, взять какие-то лишние мерочки, да, чем потом думать, а подошло или не подошло. Вот. В моем случае лапка передняя 9 сантиметров, задняя обхват 15. Ну, в чем я как бы сомневаюсь, но пока пишу, да. Вот. И высота лапки, потому что собачки всегда разные получаются. Ну, кто-то на таксу может быть вязать, у них короткие ножечки, да. Кто-то, наоборот, на йорка или на русского тоя, у них ножки повыше. Это я вяжу на чихуа. Получается такой размер. Смотрите, это мне заказчик такой дал. Задняя ножка 11 сантиметров высота, а передняя ножка высота 9 сантиметров. Но будем исходить из этого, да, то, что нам дали, то, что у нас есть. Далее, да, когда мерки все сняты, что будем мы делать с вами дальше? Что нам нужно с вами выяснить далее? Далее нам с вами нужно выяснить плотность нашего вязания. Для этого нужно связать образец из 20 петель, набрать, да, 20 петелек, связать просто обычной лицевой гладью. Да, вот у меня много таких образцов, вот я их просто откладываю, сохраняю на всякий случай, да, чтобы потом не возвращаться, если я буду вязать из такой же пряжи. Да, и 10 рядов получается. Замерить его. Можно линеечкой, можно сантиметром. Вот. У меня получилось это 9 сантиметров. Поэтому я обычным математическим действием с помощью калькулятора делаю расчеты. Я 20 петель, 20 делю на 9 сантиметров. У меня получается 2,22. Вот здесь я себе пишу 1 сантиметр у меня равен 2 петли. И ряды точно так же. 10 рядов я делю на 3,5 сантиметра. У меня получилось по высоте. Получается 2,8. Пишу 2,8 ряда. Вот. Если у вас плотность вязания та же самая, то ура, вяжете вместе со мной. Да? Далее мы, значит, определяем, уже теперь переводим сантиметры в петли. Опять-таки же, да, с помощью калькулятора мы обхват шеи 19 сантиметров умножаем на количество петель в 1 сантиметре на 2,2. Это получается 42. Обхват груди то же самое, да, умножаем на 2,2. Это у нас получается 58. То есть мы из 42 должны сделать 58 петель. Ширина грудки, она у нас будет неизменная. Точно так же мы умножаем на количество петель. У нас получается 14 петель. Вот они центральные будут идти, будут неизменные. И высоту грудки определяет у нас, сколько же нам нужно провязать рядов, сколько же нам нужно сделать прибавок. Это мы умножаем на ряды, на 2,8. Это получается там плюс-минус, если мы округлим, то 16 рядов. Из этих 16 рядов, это всего рядов, но мы будем делать прибавки через ряд, так сказать, в каждом лицевом ряду, если это применимо к круговому вязанию. Вот, то есть прибавок у нас с вами получается 8. Вот, все, это первоначально необходимые нам расчеты, замеры, вычисления. Я думаю, что ничего как бы сложного и страшного в этом нету. Дальше, ну, не было бы,
не было бы. Но, как всегда, мы же не ищем легких путей. Как я уже сказала ранее, да, в чем как бы фишка. Можно было бы мне, допустим, прикрепить видео и сказать там, вот посмотрите расчеты в том видео, вяжем вот так. И начали, да. Но я буду весь свитер вязать вот такой вот лапшой. Это будет свитер лапша. Почему лапша? Объясняю. Потому что собачка маленькая, и чем меньше собака, и чем меньше изделия, тем сложнее, естественно, сделать его точно, вывязать точно, чтобы все размеры, все подходило. Хорошо, если собачка под рукой, и постоянно мерить, мучить ее, замерять. Вот. Но мы пойдем другим путем. Лапша нам даст, то есть она у нас расширится там, где нужно расшириться, и сузится там, где нужно сузиться. То есть лапша, с помощью лапши мы то есть придадим форму. Она у нас получится как пластилин. Вот, и она примет форму нашей собачки. Вот, и будет нам хорошо. Все наши грехи и недочеты спрячет нам наша лапша, поможет. Да? Но чтобы вывязать, да, вот правильно и аккуратно, ровненько всю нашу лапшу, нам немножко нужно как бы внести изменения, да, то есть, а конкретно какие? Смотрите, я набрала здесь, у меня лапшичка, в расчете у нас 42 петли, но я вязала на 48. Почему? Потому что, во-первых, 48 делится ровно на 4. По 12 петель на каждой спице. Уже плюс, да. Потом 48 хорошо ложится в рисунок. В рисунок какой покажу сейчас вам, объясню точно. Вот предполагаемая наша шея, да, окружность, обхват шеи. Вот наши регланные линии. Мы их сразу прорисовываем, потому что первое очередное, что мы должны сделать, это заложить петли на наши регланные линии. Вот, какими бы они ни были, лицевыми, изнаночными там, или какими-то, мы их должны обозначить в любом случае. Поэтому, но во всех тех расчетах, да, у нас было по одной. Мы закладывали по одной петельке на регланную линию. Вот она у нас обозначалась, изнаночная петелька. Все было хорошо, да. Тут в рисунок никакой попадать не нужно. Все замечательно. Вяжи лицевыми и вяжи себе. Но, повторюсь, мы легких путей не ищем. Поэтому мы закладываем, так как у нас лапша 2 на 2, то есть резинка 2 лицевые, 2 изнаночные, я закладываю сразу по 2 петли на регланные линии. И эти регланные линии, они у нас будут изнаночными. Вот здесь я их пишу: изнанка, изнанка, изнанка и изнанка. Вот так. Начало вязания вот здесь на грудке будет. Вот, видите? Эти петли сразу изнаночные. Дальше я беру маркер другой, да, я вот здесь пишу: мы набрали 48 петель. То есть, если бы мы набрали 42 петли, нам неудобно было бы рассчитывать и раскидывать. А вот эти плюс то, что мы 6 петель прибавили, вот эта резинка как раз-таки, она нам все и скрадывает, да. То я, как говорила и раньше, все наши огрехи. То есть, если ее подвернуть, как раз, то есть 6 петель для этой резинки это вообще ни о чем. То есть не чувствительно. Можно прибавить спокойно. Вот. И дальше, да, смотрите, чтобы попасть в наши, чтобы красиво шла, вот резиночка дальше, да, вот, а сюда здесь рукавчик у нас пошел, да, вот дальше, вот эти вот регланные линии в изнаночные мы попадем. Все у нас будет красиво и аккуратно. Поэтому, да, что мы делаем далее? Распределяем следующим образом. Да? Раз у нас вот эти вот точки, которые мы обозначили изнаночными, они должны остаться неизменно изнаночными. И так дальше идти. Вот. На грудку, помните, да, мы ширину грудки. Со стороны грудки у нас прибавочек не будет. Как лапша шла, так и будет идти. У нас 14 петель. Вот она, ширина нашей грудки. Мы сюда и пишем 14 петель. То есть 7. Начнем мы с 7 и закончим 7. Но вы скажете, 2 на 2 это же четное число. Как мы поступим? Мы поступим следующим образом с вами. Мы здесь сделаем 8 петель, а здесь сделаем 6.
потому как начинается у нас с лицевой. У нас с вами будет идти лицо, изнанка и лицо. И мы дальше у нас идет регланная линия изнанка и так далее. Сейчас пойдем. А здесь как раз 8, что в сумме нам дает 14. Все замечательно. Пока. На рукав оставляем 2 петельки. Как раз 2 наших лицевых петельки. На этот рукав тоже между двумя изнаночными 2 лицевые петельки. Вот. Между прочим, кого-то бесит, что я говорю петельки. Извините, привычка. Дальше. И тут мы уже тоже сразу можем наши петли распределить. Да? Лицо, изнанка, лицо, ой, правильно, лицо, изнанка и лицо. Вот у нас наши 8 петелек. Да? 1, 2, 3, 4. По парам. Я пишу по парам. Это обозначает, что это 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. Да, я думаю, это понятно. Дальше. Теперь спинка наша. На спинке по центру у нас тоже должно быть изнаночное. Ну, почему так? Потому что я так решила. А почему я так решила, я вам сейчас объясню. Вот у нас изнаночная на спинке пойдет. А вот здесь, с этой стороны и с этой стороны на спинке у нас будут с вами косы. Косы, ну, разбавим нашу лапшу немножко косами, да, так сдержанно, 2 косички, замечательно будет, да, я думаю. Вот, поэтому мы распределяем здесь, да, кстати, вот смотрите, что у нас с вами получилось. Здесь 14, здесь 2, здесь 2. Все оставшееся мы кидаем на нашу амбразуру, спинку, а осталось у нас 22 петли. Вот. Что как раз хорошо. Смотрите, здесь у нас по центру изнаночная, да, здесь у нас пойдет лицо, изнанка, лицо, изнанка и лицо. Как все замечательно у нас распределилось. С этой стороны то же самое. Лицо, изнанка, лицо, изнанка и лицо. Все петельки у нас с вами легли как нужно. Да? Каким путем мы это достигли? Мы просто добавили к нашему расчетному числу просто 6 петелек, которые нам дали возможность все вот это вот разложить как нужно. Для кого-то может быть, да, это китайская грамота, и для кого-то это может быть очень сложно, но вы как бы знаете, что мой вам совет. Вы просмотрите видео до конца, и тогда у вас потом все, ну не то, что не это конкретное видео, а весь мастер-класс, оно будет состоять из нескольких частей, вот, потому что изделие, ну, так скажем, большое, и поэтому будет несколько частей. Вот. И тогда у вас вся картинка в голове, все это, все циферки, все сложится. Вот. Сейчас для новичков это может быть и сложновато. Ну, для девочек, которые со мной вяжут, которые, скажем так, на одной волне со мной, те меня, конечно же, понимают. Теперь смотрите, теперь давайте наше вязание будем с вами распределять. Закончила я вязать горловину. Она в общую длину свитера горловина не идет. Вот отсюда, от горловины, у нас начинается с вами уже отсчет самого изделия. Почему? Потому что вы горловину можете вот такую провязать. Может быть, какую-то там вообще другую скрученную, там ажурную, еще какую-то. Может быть, еще в 2 раза длиннее, чтобы эта горловина одевалась на голову. В общем, это уже по вашему желанию. У меня она получилась 12 сантиметров. Длина ее. Я набирала здесь, как всегда, эластичным набором. Ссылочка будет в описании на эластичный набор. Именно на резинку 2 на 2, именно чулочными спицами. Все ссылки будут в описании прикреплены. Ну, и так, да, провязали мы с вами нужную длину нашей горловины, шеи. И у нас с вами на спицах по 12 петель. Очень все удобно. 48 нас цифра выручает. Все у нас сложилось. Теперь мы с вами берем маркеры. Я беру вот такие маркеры. Мне удобнее почему-то работать вот с такими маркерами. Да? Просто их неудобно брать. Они переворачиваются иногда такой стороной, когда их неудобно брать. Вот. И мы начинаем с вами распределять наши петельки согласно вышеуказанному плану, согласованному, все, да, рассчитанному потом и кровью. И идем. Вот наше начало, вот наша ниточка, да, вот наш хвостик. Это обозначает у меня начало и конец ряда.
И мы идем 6 петель, да, и считаем. Вот прям по 2 они у нас как лежат, как и нужно. 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. Это наша грудка. Прошли, да, то, что написали. Поставили маркер. Грудка кончилась. Вот, начинается, вот она, 2 петли регланной линии. Вот они, изнаночные 2 петли регланной линии. Выделили их. Есть, да? Дальше у нас идет 2 лицевых петли. Вот они, это рукавчик. Вот он, из них мы будем формировать наш рукав. Дальше 2 петли. Ну, сюда я маркер не буду вешать, потому что он будет у меня постоянно падать. Вот она, вторая регланная линия, тоже 2 изнаночные петли. Дальше мы перебираемся с вами на спинку. На спинке у нас с вами 22 петли. Вот давайте отсчитывать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так. 7, 8, 9, 10, 11. Вот. Отсчитали мы 22 петли. Спинку обозначили. Вот у нас наша спинка. Дальше у нас идет 3-я регланная линия. Вот она, 2 изнаночных. Ну, можно ее перекинуть сюда, но пока я не буду. В процессе вязания вы сами определитесь, как вам удобнее. Или пусть она здесь остается, или вы перекинете на эту спицу, да. То есть, ну, как бы спицами отделить совсем. Ну, хотя можно, давайте это сделаем. Нет, я не буду делать, потому что я люблю начинать, чтобы у меня была на спице лицевая. Дальше, смотрите. Опять скажете, много болтаю. Дальше идет у нас второй рукав, 2 лицевых. Вот они, 2 лицевые. Отделяем. Да? И вот последняя регланная линия, 2 изнаночных. Так, где мы? Вот он. Отделяем. Все. И остается у нас, должно остаться 8 петель нашей грудки. 1, 2, 3, 4. Все, 8 петель. Вот распределение петелек мы с вами сделали. Все. Можно как бы начинать вязать. Ну, вы можете оставить маркеры и их как бы передвигать, но я посмотрю, как мне будет удобнее. Может быть, тоже их оставлю. Обычно видно, да, где вот уже, когда мы сделаем несколько прибавочек, уже будет видно. Вот. Так что вот на этом этапе пока все. Может быть, кому-то нужно переварить это все, это количество информации. Вы идете, перевариваете, готовите пряжу, готовите спицы, маркеры и так далее. Включаете еще раз, смотрите видео. Кому что непонятно, опять-таки же в описании все мои ссылки на все мои соцсети. По возможности я зарегистрировалась во всех, но не всеми пользуюсь, поэтому вы мне пишите. Можете в комментариях написать, у кого нет соцсетей, но таких людей, мне кажется, сейчас уже не существует. Вот. Пишите, кому что непонятно, еще раз объясню, растолкую, но вроде старалась все максимально сделать, да. Еще раз хочу повториться. Моделька комбинезона будет вот такая, цельная, пузико будет закрыто, только это все будет связано лапшой, именно резиночкой 2 на 2, чтобы как бы наш комбинезончик сел именно по фигурке собачки. Вот. Так что, девчонки, в добрый путь. Начинаем. Вот. Начинать мы уже с вами вязать будем в следующей части. Я еще раз говорю, что будет несколько частей. Ссылочки будут так далее прикрепляться. Так что давайте запасаемся хорошим настроением, только позитивом, потому что негатив нам с телевизора несут, с ютуба несу вам позитив и добро. Так что вперед за еловыми кроликами.